Друзья, добро пожаловать на канал Таниколада. Здесь я знакомлю вас с миром плетения украшений из проволоки и бусин. За прошедшие годы на моем канале вышло много видео, но в 2022, как вы заметили, их было меньше. И сегодня я вам хочу рассказать, почему. Мне уже давно приходили запросы от зрителей на обучение, но я все не могла найти свою форму. Что же значит свою форму? Кому-то удобнее проводить офлайн встречи, кому-то удобнее записывать, например, видео и все рассказывать и показывать, а кому-то удобнее писать. Я отношусь к тем, кому максимально удобно именно в письменной форме доносить какую-либо информацию. Так у меня есть больше времени продумать точность слов, чтобы они были понятны моему читателю. Но то, что мне удобнее писать, я поняла не сразу. И вот в начале 2022 года мне подсказали, что есть такое понятие гайд. Раньше я с этим не сталкивалась и не знала, что это такое. Сейчас я вам расскажу. Гайд – это руководство по какой-то определенной теме, которая дает ответы на различные вопросы в рамках выбранной темы. И вы себе даже не представляете, как я была счастлива, когда обнаружила, что это именно та форма, которую я так давно пыталась определить для себя. И именно с этого момента я активно ушла всей головой в свои обучающие гайды по теме плетения и по смежным темам, которые также нельзя оставить без внимания. Ну, например, о том, как считать стоимость ваших ручных работ. Не обязательно, что именно плетение украшений, а вообще любой ручной работы. И сегодня я вам хочу рассказать именно об этом. О том, что я могу стать вашим наставником и проводником в мир плетеного искусства, ну и не только. На данный момент у меня есть уже 5 обучающих гайдов, один отдельный файл с автоматической таблицей-калькулятором стоимости и 2 бесплатных гайда, один из них для невест, и стартовый гайд, который является так называемой справочной по всем прочим материалам. Это те материалы, которые уже готовы, но этот список будет пополняться. Мои гайды вы можете приобретать как отдельно, так и все вместе единой покупкой. За такую покупку я дарю всем очень приятную скидку. Итак, в этом видео я кратенько расскажу вам, какие обучающие материалы у меня есть на данный момент. Помните, что они постепенно пополняются. И расскажу общую информацию о каждом гайде, то есть для кого этот материал, в чем он вам будет полезен. А уже подробную информацию вы сможете прочесть в стартовом гайде или на моем сайте в разделе обучения. Также будут и актуальные цены. Стартовый гайд периодически обновляется, обратите на это внимание. Да, кстати, я успела сделать себе сайт. Обязательно посмотрите его, ссылочку я оставлю в описании. Итак, первый гайд называется «Введение в плетение». Он для совсем новичков. Для тех, кто вообще никогда не держал проволоку в руках и не знает вот этого ощущения плетения. Чем он будет вам полезен. В гайде описаны первые шаги к данному делу, есть ссылки на проволоку, которой я сама лично пользуюсь много лет, и на некоторые другие материалы. Также этот гайд дает вам доступ к некоторым закрытым видео на моем канале. Именно поэтому гайд введения в плетение будет полезен не только новичкам, но и опытным мастерам, которые тоже хотят посмотреть закрытые мастер-классы. Второй гайд, который идеально дополняет начало, то есть гайд введения в плетение, называется «Мини-курс Техника плетения». Для кого он? Для тех, кто уже попробовал плести и понял, что ему это нравится, что хочется учиться. Я называю его именно мини-курсом, потому что я собрала в нем огромное количество информации, начиная от условных обозначений элементов украшения в его построении до поиска своей индивидуальной формы. Также я вывела свою теорию линий, так называемую, которая поможет вам научиться строить гармоничную форму украшения. Ну и еще очень много всего есть в этом гайде, и подробное содержание вы можете узнать по ссылкам в описании к этому видео. Дальше, третий гайд. Путь от мастерицы до мастера. Этот гайд определенно точно именно для плетунов. Я уточняю это, потому что следующие гайды, они будут как бы для всех мастеров handmade. В нем я рассказала о своем пути в плетении, с чего я начинала. Кстати, на эту тему есть видео на моем канале, посмотрите, оно очень мотивирует всех, как мне пишут комментарии, потому что мое первое украшение было просто кромешным адом, оно было просто ужасным. Посмотрите. И именно в этом гайде я рассказала, какие этапы я прошла, чтобы научиться видеть украшение красивым
и делать его красиво. Я постаралась четко определить границы этих этапов. Вы спросите, для чего вообще нужен этот гайд? А именно для того, чтобы понимать, в какой точке своего пути вы находитесь сейчас. А уже это нужно для того, чтобы понимать, сколько стоят ваши украшения сейчас. Также здесь, в этом гайде, я разобрала 11 страхов мастера и рассказала, как с ними справляться, а также чем вообще, в моем понимании, отличаются понятия мастерица и мастер, собственно, что и отражено в названии этого гайда. В общем, он получился в большей степени психологическим, но он также не лишен конкретных рекомендаций. И вдобавок он является просто неотъемлемой частью следующего гайда о стоимости изделий. И четвертый обучающий гайд называется «Сколько стоит мое изделие?» с вопросительным знаком. Название уже говорит само за себя. Здесь я подробно разобрала, что есть что и что к чему, что влияет на стоимость вашего изделия, то есть из чего формируется цена. По секрету скажу сразу, что это далеко не только работа плюс стоимость материалов. Вообще не так. Я рассказала о том, какая программа вам поможет вести свой личный учет и какими формулами стоит пользоваться. Я все очень подробно расписала, чтобы вы смогли самостоятельно создать для себя свои таблицы под свои изделия. Ну а если этот процесс вызывает у вас какие-то трудности, или вы просто не хотите сидеть и самостоятельно кроить только что полученные знания в таблице, вы можете отдельно приобрести мою универсальную таблицу-калькулятор стоимости. Она, как и этот гайд, предназначена для абсолютно любого хендмейд-мастера, не только для плетунов. После изучения этого гайда вы поймете, почему ручная работа просто не может стоить дешево. А если вы не учтете те факторы, которые там описаны, вы по факту будете работать себе в убыток, как это и делала я несколько лет, пока не разобралась с данной темой. Ну и еще один гайд, который подойдет для любого хендмейд-мастера, он наболевший всеми теме, это фотосъемка. О том, как снимать свои изделия ручной работы. Этот гайд об особенной предметной съемке, которая, исходя из моего видения, лучше отразит суть и ценность вашей работы или вашего продукта. Но сразу еще по секрету скажу, что все гениальное по традиции просто. Однако до этого просто еще нужно додуматься. Так вот, я вам в этом помогу. Также частично вы узнаете о стилистике ведения своего профиля в социальных сетях и о многом, что касается фотографии. Я рассказала важные моменты о фотосъемке и с точки зрения творчества, и с позиции логики построения кадра, и с точки зрения общепринятых правил фотосъемки. Я не часто об этом говорю, но я с 11 лет с фотоаппаратом в руках, и у меня уже достаточно большой опыт в этом деле, уже целых 20 лет. И я на все смотрю как на картинку, так что мне есть что вам рассказать полезного. Напомню, что подробное описание всех гайдов вы найдете по ссылкам в описании, и там же будут указаны актуальные цены. Важно, если вы хотите приобрести все гайды сразу, я предоставлю вам отличную скидку, но не пытайтесь купить их через бот или через мой сайт, потому что там нет функции скидки, и если вы хотите купить все сразу, напишите мне лично в Telegram. Контакт я также оставлю в описании. Ну а за то, что я собралась все-таки и сделала это видео, наконец-таки, я хочу выразить огромную благодарность Кейт, которая сегодня написала мне вот такое сообщение. И еще один гайд для невест, он является бесплатным, вы также найдете ссылочкой под этим видео, мастерам он тоже будет полезен. Ну а для тех, кто досмотрел видео до этого момента, я хочу преподнести небольшой бонус. Я расскажу вам о том, как удобнее работать, то есть плести, чтобы вы без проблем потом смогли посчитать стоимость своего изделия. Когда-то давно я вообще этого не делала, я была неопытна, а при формировании стоимости мне приходилось сидеть, вспоминать, там прикидывать, сколько же времени и проволоки я потратила в процессе. Затем я стала записывать, но я очень люблю все писать на отдельных бумажечках, что впоследствии тоже стало такой небольшой проблемой, потому что нужно было найти нужную запись и понять вообще, к чему она относится. Однако я решила эту проблему и делюсь с вами. Я завела себе блокнотик, да, вот так все просто, в котором я пишу дату
название проволоки, условное обозначение какое-то, чтобы мне было понятно, какой проволокой я пользовалась, ее толщину, цвет и длину отрезка проволоки в сантиметрах. Длину проволоки мне считать очень удобно, потому что я измеряю ее не как раньше по локтю, как я рассказывала в предыдущих видео. То есть рабочая длина проволоки, если вы помните, я рассказывала, что ее можно измерять по локтю, от кончиков пальцев до локтя, сложенная пополам. Рабочая длина проволоки очень удобная. Но так как у меня уже много опыта, и мне в целом удобно работать и с более длинными отрезками проволоки, и я измеряю проволоку по ширине своего стола. Он у меня шириной 80 сантиметров. И я складываю ее вдвое, таким образом у меня получается 160 сантиметров проволоки. И если мне потом еще требуется взять какое-то количество проволочки, я все тоже в блокнотик записываю. Также я пишу, сколько времени я потратила на создание эскиза украшения, потому что нужно же его сначала придумать, и считаю его потом по самому минимальному своему тарифу. Но все-таки эскиз я тоже учитываю, потому что это мое рабочее время. И, конечно же, я записываю само время начала и конца работы, то есть плетения. Как показала моя практика, вести все записи в едином блокноте – это очень-очень удобно. А чтобы уж совсем не запутаться, я делаю себе небольшие зарисовки украшения, которое я делала, чтобы мне точно не запутаться и понять, что оно относится именно к нему. Пользуйтесь! Друзья, я надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Если у вас возникнут вопросы по обучению, по гайдам, мой контакт в описании, можете мне написать. Оставайтесь со мной и до новых видео. Увидимся!